Актовигин оказывает выраженное антигипоксическое действие, способствует усилению кровообращения, улучшает трофику тканей. Применяется для лечения последствий инсульта, пролежней, нарушений мозгового кровообращения, ожогов, трофических язв, приобретенного слабоумия, сотрясения мозга и других черепно-мозговых травм. Показания. Метаболические и сосудистые нарушения головного мозга, в том числе ишемический инсульт, черепно-мозговая травма. Периферические, артериальные и венозные сосудистые нарушения и их последствия. Артериальная ангиопатия, трофические язвы. Применяется для заживления ран, язвы различной этиологии, трофические нарушения, пролежни, ожоги, нарушение процессов заживления ран. Применяется при профилактике и лечении лучевых поражений кожи и слизистых оболочек при лучевой терапии. Способ применения и дозы. Раствор для инъекций вводят внутриартериально, внутривенно, в том числе и в виде инфузии, и внутримышечно. В зависимости от тяжести клинической картины, начальная доза составляет 10-20 мл внутривенно или внутриартериально. В дальнейшем вводят по 5 мл внутривенно или 5 мл внутримышечно, ежедневно или несколько раз в неделю. При введении в форме инфузии к 200-300 мл инфузионного раствора изотонический раствор натрия хлорида или 5% раствор декстрозы добавляют 10-20 мл актовигина. Скорость введения около 2 мл в минуту. При метаболических и сосудистых нарушениях головного мозга лечение начинается с ежедневного внутривенного введения 10 мл раствора для инъекций в течение 2 недель. Далее вводят по 5-10 мл внутривенно 3-4 раза в неделю в течение не менее 2 недель. При ишемическом инсульте 20-50 мл разводят в 200-300 мл инфузионного раствора и вводят внутривенно капельно, ежедневно, в течение 1 недели с последующим введением по 10-20 мл внутривенно капельно в течение 2 недель. При периферических, артериальных и венозных сосудистых нарушениях и их последствиях вводят 20-30 мл препарата в 200 мл инфузионного раствора внутриартериально или внутривенно ежедневно. Продолжительность лечения около 4 недель. Для заживления ран вводят 10 мл внутривенно или 5 мл внутримышечно ежедневно или 3-4 раза в неделю в зависимости от процесса заживления, дополнительно к местной терапии актовигином. С целью профилактики и лечения лучевых поражений кожи и слизистых оболочек вводят в среднем 5 мл внутривенно ежедневно в интервалах между радиационным воздействием. При радиационном цистите вводят трансуретрально ежедневно по 10 мл в комбинации с антибактериальной терапией. Противопоказания. Декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, олигурия, анурия, задержка жидкости в организме, повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к аналогичным препаратам. Применение при беременности и кормлении грудью. Применение актовигина при беременности не оказывало негативного влияния на мать или плод, однако при необходимости применения препарата при беременности следует учитывать потенциальный риск для плода. Особые указания. При многократных введениях раствора для инфузий следует контролировать водно-электролитный баланс плазмы крови. Инфузионный раствор и раствор для инъекций имеют слегка желтоватый оттенок. Интенсивность окраски может варьироваться от одной партии к другой в зависимости от особенностей использования исходных материалов. Однако это не сказывается отрицательно на активности препарата или его переносимости. Не следует использовать непрозрачный раствор или раствор, содержащий посторонние частицы. После вскрытия флакона, ампулы, раствор нельзя хранить. В случае внутримышечного способа применения препарат вводят медленно, не более 5 мл. Из-за возможности возникновения анафилактической реакции рекомендуется проводить пробную инъекцию 2 мл внутримышечно. Побочные действия. Возможны аллергические реакции. Кожная сыпь, гиперемия кожи, гипертермия, вплоть до анафилактического шока. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года.